Здорово, танкисты! Всем привет! С вами Серега, с вами Индомит. И сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Leslie Games. Сегодня у нас на обзоре советский тяжелый танк 9 левела, проходная прокачиваемая ветка ИС-3-2. Двухствольный аппарат. И прежде чем продолжим обзор по этому танку, конечно же, прожми лайк под видео и подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем и, конечно же, начнем с бронирования. Go! Итак, коллижная модель нашего ИСа третьего двухствольного, у нас щучий нос, соответственно, давайте изучать бронирование. Начнем, конечно же, с корпуса. НЛД 207-202, слушайте, а неплохой НЛД. Ребята, восьмерки какие-то на основном снаряде даст пробивать, в такой проекции не будут, нифига себе. Все зависит от угла входа снаряда. А если вот так, а у нас уже 230-235. Все равно, конечно, как для девятки, если мы говорим про одноклассники, нас сюда одноклассники и 10 левела, естественно, спокойно пробивают основным не голдовым снарядом. Касаемо щучьего носа. 247, 246, 250, 270, 270, люк мехода рикошетный, 330, и это хорошо. А что касаемо щучьего носа, да, основные типы снаряда мы им будем отбивать. Голдой нас будут прошибать сюда. Потому что 250, 260, 270, да. Основной тип снаряда и то не всегда будем сдерживать. Теперь касаемо башни. В передней части она такая полусферическая, какая-то непонятная, квадратная. Маска орудия 280, нормально, 365. 321, 393. В целом неплохо, но промеж стволов голдой нас будут сечь. Внизу под маской 280, как, собственно, сама вот здесь по центру маска. Здесь уже расходится до 300 и больше. То есть вот это две ослабленные зоны. Плюс вот эти щеки. 274, 274. Все остальное 300 плюс там до 600, понятно. Верхняя планка у нас 52 мм фактического бронирования, соответственно, по правилу трех калибров только от 156 мм пушечки нас тут будут пробивать. Все остальное это рикошет. Борт у нас верхняя надгусеничная полка гнутая, закаточная, прямое. Как танкует от борта? Естественно, хорошо, потому что фактическое бронирование у нас 90, а здесь все 196. Вот, даже перекручивать немножко можем, да, если оно не пробивает. Да, с борта танкует хорошо. Вот такое вот бронирование. По основным модулям. Обязательно качайте топовую ходовую, топовый двигатель и топовую рацию. Обязательно они этому танку нужны. Башню вы в любом случае выкачите топ, потому что нас интересует только пушка 10 левела. Нет никакого смысла идти на девятку. То есть идете сразу на десяточку. Это 122 миллиметровое орудие BL9, да, то самое знаменитое. Версия SD. Двухствольная, да. 390 альфа на основном и на голдовом, 530 на фугасе. На основном типе снаряд 243 пробития, на голдовом 292, 68 на фугасе. В целом по бронепробитию, в принципе, сойдет. Опять же, учитывая, что у нас два ствола. Вот. Заряжается каждое орудие по 10,5 секунд. Время КД между выстрелами 5 секунд, что очень долго, и хотелось бы здесь, конечно, хотя бы видеть 3,5. Вот это был бы кайф. Опять это уже долго. Время залпа, подготовка к залпу и общее, это 4 секунды. Вот, 0,4 разброс, точность пушки, понятно, не самое лучшее. Время сведения тоже такое, можно честно сказать, некомфортное, 3 секунды. Но это все данные настойки. Все это можно еще улучшить экипажем и оборудованием. По полевой модернизации во втором блоке вездеходную ходовую, в четвертом блоке притирку шестерни наведения, в пятом блоке звукоизоляция, в шестом блоке второй слот, если будете катать без турбин на этой машине, а я знаю, многие катают с турбиной, естественно, выбирайте огневую мощь, либо в противоположном случае мобильность, да. В седьмом блоке предлагаю ничего не качать, потому что не хочется ухудшать нашу подвижность и, соответственно, не хочется ухудшать наше сведение от поворота башни и все такое. Поэтому лучше здесь ничего не трогать.
По оборудованию. По сути, я вижу здесь только две сборки. Вот та, которая у меня стоит, это закалка, вентиль и стаб. Закалка и стаб здесь должны присутствовать всегда на этом танке. А вот вместо вентиля вы можете себе поставить турбину, чтобы танчик пошустрее передвигался. Тем более, что, ну, не знаю, мне натяжек всегда не хватает, конечно же, подвижности. Вот. По снарядам, основной снаряд бронебойный летит косарь, голда подкалиберный летит 1259, это жир, вот, фугасы летят так же, как и ББшки. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель, у нас 5 членов экипажа, перки наблюдаете перед собой в таблице. Теперь по плюсам и минусам в целом этой машины. ИС-3, казалось бы, какое гордое название носит в своем названии эта машина двухствольная. Да, действительно, есть у нее какие-то общие, так сказать, моменты с обычным ИСом-3, но все равно внешне танк очень сильно отличается, что уж там говорить, от ИСа-3. Вот, что по огневой мощи. Два ствола это всегда удобно, можно сказать, практически это барабан, да. Всегда очень много моментов в игре, когда вы не стреляете, у вас спокойно дозаряжается второй ствол, и у вас против противников на циклических пушках уже есть преимущество. Да, это раз. Второе, у нас, как для девятки, ну, обычная альфа, ну, двуствольная пушка, поэтому альфа здесь не 440 каких-нибудь, а 390, да. Точность у нас неплохая, как для тяжелого танка, 0.35. Время сведения погранично на среднем, 2.61. Если вот больше 2,5 секунд, уже такое. И здесь вот как раз уже такое. Но есть приятный плюс. Это советский танк, это тяжелый танк. И у нас, как ни странно, есть вменяемые углы вертикальной наводки в целых минус 8. Очень приятная скорость полета, особенно снарядов на голде. Подкол у нас прям сказочно летит, сказочно. Вот. Единственное, конечно, вот время КД между выстрелами расстраивает. Вот это плохо. Пушки уже заряжаются почти по 9 секунд, и это хорошо. Вот. По пушке, в принципе, каких-то минусов я бы не выделил. Нормально. Хорошая точность, быстрые снаряды, есть УВН. В целом по пушке плюс. Вот, по количеству хп 2000, как для девятки, тоже в принципе сойдет. По мобильности, без турбины, он в принципе едет 38 вперед, 15 назад, почти 14 лошадей на тонну удельная мощность. Ну вот прям просится все равно турбина, но ее уже ставить некуда. Все-таки вентилятор этой машине, на мой взгляд, более важный момент. Вот. По обзору 4,42 метра, и как для девятки обычной, да, девятки, не прем никакой, слушайте. Но обзор прям знатный. Прям обзор очень хороший. У нас нету ничего на обзор, а обзор 4,42 метра. Это гуд. Будем пересвечивать все девятки тяжелых танков. Вот, ладно. Полимика. Поехали, давайте уже в бой. Посмотрим, собственно, что эта двустволка способна. Погнали. Так, господа, обзор боем у нас ИС-3-2. Двухстволка советская, прокачиваем 9 левела. Направо поедем. Попали к 8 и 10. Тяжей немного, но есть пятачок тяжиков. Не, подвижность такая. Вот казалось бы в цифрах нехорошая, а в реале ничего, так можно играть. О, кто-то светит нас. Кранвагина приехала. Это плохо.
Враг горит, мы его подожгли. Все. Готов. Хорошо, мы в него въехали на 1300. Так, 3 топора тут отдыхают у нас. Ух ты. Чарфутурец. Чарфутурец наглеет. Блин, ну счет 8-1. Че тут настреляешь? Просто. ВТЕшка, сука. Я думал, она вся откидалась. Нет, не вся. Все, забили. Ну, кстати, в целом-то, ребята, 4300 суммы. План сделали по засвету, по настрелу. А чё нет? Не, ну такая какая-то прям вот по ощущениям он как будто даже едет танк. То есть неплохо. Обычная нормальная пушка, 2 ствола всегда это удобно. Хороший ли танк? В целом-то, а почему нет? А почему нет? Хороший. Самое главное, на самом деле, здесь вот что мне нравится, вернемся еще раз. У нас есть минус 8. Это большая редкость для советских тяжелых танков. Минус 8. И это круто. Это круто. Так. Так. Что я хотел-то? Бой открыть я хотел. Вот. Так. 2300. И здесь 2. Ну, 4300 есть. Сойдет. Как по танку, неплохо он в целом. Все равно бронирован. 2 ствола это удобно. 3 отметки у нас есть. И это тоже хорошо. Это говорит в первую очередь. О чем правильно? Танк годнота. Можно катать, можно фигачить, так сказать, противников. В первую очередь почему? Потому что все-таки 2 снаряда на изготовке. Между ними, да, есть КД там в 4 с лишним секунды, да. Но это не 10 секунд, а таких моментов, когда, ну там, вы не по КД стреляете полно, и вы дозаряжаете второй ствол, и против противника у вас всегда есть 2 снаряда. То есть можете в размен ХП спокойно играть. Выдали 2, возможно, 1 в ответ получили, но 2 в 1 это всегда комфортно. Вот, ребята, у кого есть С3-2 в ангаре, пишите свои комментарии, как вам машина это в целом. По 5-бальной системе 4 твердую она заслуживает. Вот, какое оборудование, конечно же, используют. Пишите в комментариях. Ставьте лукасы, подписывайтесь на канал. Но я говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.